Сегодня футбол – это больше, чем спорт, больше, чем игра. Футбол сегодня заставляет обратить внимание общества на такие проблемы, как борьба с бедностью, борьба со многими болезнями, борьба с расовой дискриминацией и, конечно же, борьба с сиротством. Поэтому сегодня совместно с Фондом развития Украины футбольный клуб «Шахтер» решил начать борьбу с сиротством. Для нашего клуба эта тема, скажем так, не безразлична, потому что мы регулярно приглашаем на матчи с участием футбольного клуба «Шахтер» детей-сирот. Представители нашего клуба, игроки, тренерский состав регулярно посещают детские дома. Более того, хочется отметить, что футболисты нашего клуба уже имеют опыт усыновления детей. Вот яркий пример – это Рустам Худжамов и в прошлом Ян Лаштовка, которые усыновили детей. Это достойно уважения. И поэтому совместно с Фондом развития Украины мы сегодня хотим официально заявить, что борьба с сиротством становится одним из направлений деятельности клуба. Совместно с фондом мы хотим обратить внимание общества, внимание Украины на эту проблему и своим ярким примером продемонстрировать то, каким образом мы хотим с этой проблемой бороться. Я должен сказать, что тема детей-сирот находится под личным вниманием Рената Ахметова, учредителя фонда, президента футбольного клуба «Шахтер». Он всегда повторяет и говорит одну очень важную фразу, которая становится философией и нашей концепцией в борьбе с сиротством, что по-настоящему взрослым может считаться только то общество, которое заботится о своих детях. И таким вот образом, исходя из этого, наше сотрудничество с клубом «Шахтер» начинается не с нуля. Стоит история, десятилетняя история акции «Шахтер детям», где Ренат Леонидович и Игорь Крутой приезжают каждый год к детям. В прошлом году, как вы знаете, многие из вас знают, здесь состоялся матч, благотворительный матч в поддержку портала «Сиротству нет». И этот портал действует, этот портал работает, за год там усыновлено за прошедшее время усыновлено 576 детей. И это очень важно. Много это или мало, это другой вопрос. Если взять те цифры, что усыновление вообще национальное в стране, то это где-то 4-я или 5-я часть. И это достаточно много на самом деле. Это реальный результат. Если взять проблему в целом, 31 тысяча сирот в Украине, которые подлежат усыновлению, то это только маленькая толика того, что мы можем сделать и то, что мы должны сделать. И поэтому участие клуба, вот объединение наших усилий, мне кажется, что это очень хорошая и нужная инициатива, и хорошая перспектива для нас. Дело в том, что вот в этой проблеме, как в никакой проблеме, знание о проблеме, знание о том, что ты можешь принять участие в этом, ты можешь решить эту проблему, ты можешь сыграть эту роль важную, оно невероятно важно. И с этой точки зрения вот для нас «Шахтер» как партнер очень важный. Это вот такой личный пример. Это такой форвард, который на острие атаки и который помогает нам решать проблему, забивать нужные важные голы. Потому что и наше исследование, которое мы провели в прошлом году, показало, что 14% украинцев задумываются об усыновлении, обсуждают вопрос усыновления в своих семьях. Если посчитать в количестве семей, то это по меньшей мере 500 000 семей. А у нас 31 тысяча сирот, которые подлежат усыновлению. То есть, казалось бы, проблему можно было бы решить легко и просто, но она не решается, находится какой-то барьер. Я вот на днях с Дарьей разговаривал, спросил ее простую вещь, Дарья Касьяна, которая руководит программой. Я говорю, сколько, Дарья, из вашего окружения людей примерно за последние 2 года усыновили детей? Примерно 25 человек. Вот из профессиональной среды, из ближнего такого окружения, из профессиональных контактов, если бы у каждого из нас было бы 25 человек, которые усыновили детей в нашем кругу общения, то, в общем-то, проблемы вообще в Украине не существовало бы в принципе. И поэтому вот этот личный пример, вот это вот действие, это невероятно очень важно и очень нужно для решения, собственно говоря, проблемы. Ну и последнюю вещь я хочу сказать, обратить внимание. Можно ли назвать такое партнерство уникальным? Можно ли сказать, что это уникально для футбольного клуба? А в Украине, пожалуй, да.
В мире нет. Самый лучший пример, который мы знаем, это сотрудничество Барселоны и детского фонда ООН, ЮНИСЕФа. Вот теперь мы создаем такой пример здесь, такой прецедент, который наполнен конкретными действиями, конкретными шагами. Поэтому я хочу поблагодарить футбольный клуб «Шахтер» и нашего доброго и надежного партнера. Ну, рассказать на самом деле особо нечего. Все начиналось достаточно банально, как помощь детскому дому. Потом уже, увидев ребенка этого, уже поняли, что не сможем отказаться от него, и он поедет с нами. Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу презентовал футболку, в которой футболисты футбольного клуба «Шахтер» в этом сезоне будут тренироваться, разогреваться перед матчем. Мы должны дойти до такого уровня, чтобы, знаете, вот в Украине, когда называли ФК «Шахтер», сразу в голову приходило, ага, это тот клуб, который борется с сиротством. Это к тому, что Анатолий сказал, что мы не хотим, чтобы это была какая-то однодневная акция, знаете, поговорили и разошлись. То есть мы хотим совместно с фондом прилагать все усилия и помогать всем тем проблемам, которые существуют в этом направлении. То есть по любым направлениям. Более того, вы сами понимаете, что когда у нас есть такие матчи, когда нас смотрят, извините меня, по 30-25 миллионов человек. Я вас уверяю, на эту проблему общественности мы, скажем так, можем обратить внимание совместно с фондом. Поэтому мы выбрали одно из направлений деятельности – это борьба с сиротством. Я надеюсь, она будет долгосрочной. Вот. И вопрос простоты, потому что всякие разные вещи происходят, связанные с объектом. Он был иностранцем. Там было очень, не знаю, как сейчас, Когда считалось, что воспитание в коллективе гораздо лучше. Либо семья усыновителей, либо прием. В портале размещена информация Не усыновляют. И практически все детки ушли на усыновление гражданами Донецка. Как сильно все зависит от людей на самом деле. Одно дело, когда ребенок сиротеет, и когда мы... Вы понимали, мы подняли всех до премьер-министра страны. Спасибо. Есть еще вопрос? Пожалуйста, помогите. Спасибо просто огромное, нереальное фонду и Даше в отдельности, потому что до того, как они к нам присоединились, мы бились во все двери.